Как всегда, в воскресенье вас ожидает свежий выпуск новостей MMORPG за неделю. Сегодня поговорим про невероятную MMORPG, которая перевернет представление об игровой индустрии, стартовавшие опыты и предзаказы Tron and Liberty, региональную политику Core Punk и многом другом. Не забываем подписываться на канал, напоминаю, это лучший способ поддержать его развитие. Также крайне рекомендую свой телеграм по коду на экране или по ссылке в описании. Если хотите быть всегда в курсе всех самых свежих новостей в жанре MMORPG и выходящего контента на Goha Media, это точно не будет лишним. Меня зовут Мадлер, это портал Goha.ru, и мы начинаем. Keys for Gamers — это инновационная площадка для геймеров, которая отличается широким ассортиментом продукции и конкурентоспособными ценами. Здесь вы сможете приобрести как незабвенную классику, так и новые релизы на выгодных для себя условиях. И когда я говорю про выгодные условия, это никакая не шутка. По нашему промокоду Goha вы получите вкусную 20% скидку. Уверяю, дешевле придется еще поискать и вряд ли найдете. Невероятное множество всевозможных предложений для Steam, PlayStation, Xbox, Nintendo и Battle.net, причем игры можно покупать как ключами, так и гифтами. Подписки на PlayStation Plus и Xbox Game Pass, покупка игровой валюты, игровых очков, программного обеспечения, и все это с возможностью выбрать наиболее выгодные для себя предложения среди разных продавцов. Торговаться, кстати, тоже никто не запрещал, напоминаю, площадка торговая. Ну и само собой разумеется, но все-таки произнесу это вслух, никаких проблем с оплатой из наших широт не наблюдается. Ссылка на площадку Keys for Gamers в описании и закрепленном комментарии. Не забывайте вводить промокод GOHA. Студия Broadsword Game объявила о начале бета-тестирования Ultima Online New Legacy, классического сервера для Ultima Online. Оригинальная Ultima Online существует с 1997 года, и спрос на классический сервер вполне понятен. Тем не менее, сервер New Legacy — это новый старт, направленный на возвращение Ultima Online к ее фундаментальным корням как ролевой игры. В центре нового сервера ролевая игра и все решения, которые вы будете принимать. В основе этого лежит система Legacy, которая по сути является мемуарами вашего аватара, отслеживая его наследие через решения, которые вы принимаете на протяжении всего приключения. Для тех, кто хочет принять участие в бета-тестировании, команда создала анкету, которую вы можете заполнить и проверить свою удачу. Ссылка в описании. Состоялся релиз модуля Neverwinter Mountain of Flame. В этом крупном обновлении игроки найдут обновленную зону горы Хатеноу, новые награды, сюжет и многое другое. Зона горы Хатеноу, появившаяся еще при запуске Neverwinter в 2013 году, была переработана. В качестве противников игроков ждут огненные архонты, культисты и другие огненные враги. Также в игре появилась переосмысленная версия классического подземелья Lair of the Mad Dragon. Все монстры и боссы были полностью переработаны, и игрокам придется не только сразиться с драконом, но и противостоять силам Рахини. Модуль также включает в себя ряд изменений, касающихся качества жизни. Кроме того, в игре появился новый боевой пропуск. В MMORPG Blade and Soul, издаваемой в России и СНГ компанией Innova, вышло обновление под названием «Подземная тюрьма хаоса». Оно добавило подземелье для 4 игроков 60 уровня и выше. В этом подземелье можно получить новую экипировку, включая ожерелье, браслет, пояс, камень мастерства, подвеску, а также другие призы. Кроме того, в игре появилась душа урагана и 3 покорения защитных корундов. Список межсерверных подземелий также был обновлен, а игроки могут участвовать в новых событиях для получения различных наград. Любителям PvP в Guild Wars 2 есть чему порадоваться. Разработчики объявили о грядущих больших изменениях. Одной из первых вещей стали изменения, вносимые в систему автоматических турниров, включая новый цветной титул, о котором просили игроки. Цель Доминион Джина также будет переработана, поскольку не так много игроков взаимодействуют с ней в том состоянии, в котором она находится сейчас. Количество ежедневных турниров было снижено с 8 до 4, а время, в которое будут доступны ежедневные турниры, зависит от региона, в котором находятся игроки. Вдобавок к изменению времени появится новый еженедельный турнир, который будет проводиться каждое воскресенье, но время его проведения тоже будет зависеть от региона. Также появится новый ежемесячный турнир, который будет проходить каждую вторую субботу месяца в обоих регионах. Спустя 2 недели после официального релиза Dawn Trail вышла новая серия рейдов в MMORPG Final Fantasy XIV, ознаменовавшая собой очередной виток эндгейм контента. Новая серия рейдов ставит вас против бойцов на арене во втором хабе расширения. Вас нанимает компания развлечений этого города, которая якобы хочет поднять настроение горожанам после трагедии Dawn Trail. При этом противники довольно эксцентричная компания, ведь бои проводятся в основном ради развлечения, но, похоже, под поверхностью скрываются какие-то тайны. Ну а пока все это
бета проходит со стилем и характером профессионального матча по рейслингу. На текущем этапе в рейдах есть только уровень Normal, который является стандартным начальным уровнем и сюжетной серией боев. Уровень Savage будет открыт через 2 недели, вместе со всем высококлассным снаряжением, предназначенным для него. Следующее крупное обновление Albion Online «Пути к славе» выйдет 22 июля, и одной из главных особенностей обновления станет новая система прогрессии и наград «Журнал Альбиона». Журнал Альбиона будет доступен для всех игроков после выхода обновления. Он представляет собой систему миссий и является еще одним способом побудить людей отправиться на исследование мира и познакомиться с различными областями и возможностями. По сути, это также способ ознакомить новых игроков со всем контентом, но при этом он дает стимул исследовать все вокруг и предлагает ветеранам дополнительные, более сложные задания, чтобы заработать новые награды. Когда состоится релиз New World Eternum, а именно 15 октября 2024 года, Amazon сообщает, что начнет применять новую политику, чтобы освободить имена, используемые неактивными игроками, и сделать их доступными для других. Цитирую. «Начиная с 15 октября будет действовать следующие изменения. После 6 месяцев бездействия имена персонажей будут доступны для новых персонажей. Это касается и персонажей, которые не играли в течение 6 месяцев до 15 октября. Таким образом, если вы давно не играли, но вам очень нравятся имена ваших персонажей и вы хотите их сохранить, придется зайти в игру и потратить на нее немного времени». Что дальше, Amazon? Начнете отжимать квартиры? Компания Innova объявила о начале предварительной регистрации в MMORPG Grand Saga. Все пользователи, прошедшие предрегистрацию, получат внутриигровые награды, например, гран-оружие, гран-камни для прокачки персонажей и другие подарки. На старте игрокам будут доступны 6 основных персонажей. Они представляют собой разные стихии – огонь, вода, земля, ветер и тьма. В игровой отряд войдут 3 из них, однако состав команды можно менять с учетом как боевых задач, так и личных предпочтений. Способности персонажей зависят от используемого оружия. Всего в игре более сотни вариантов боевого снаряжения. Использование того или иного оружия изменяет не только облик героев, но и анимацию боя. Выход Grand Saga в России и СНГ запланирован на 4-й квартал 2024 года. В середине прошлого месяца вышла MMORPG-песочница PAX Day. За доступ разработчики захотели весьма немалые деньги с учетом выхода в раннем доступе. Но почему-то после выхода практически пропали с радаров и значительно снизили частоту общения с комьюнити и публикацию новостей об игре. И вот недавно появилось свежее обращение, в котором команда объяснила, что происходит с игрой. Они признали, что иногда не могут давать ответы из-за секретности проекта или неопределенности. Mainframe Industries — это небольшая, но увлеченная своим делом группа людей. По их утверждению, нехватка численности компенсируется страстью к работе. Они уделяют внимание каждой детали, чтобы гарантировать высокое качество продукции. Прошла неделя с момента начала продажи предварительных заказов для MMORPG Core Punk, и команда разработчиков приняла решение о введении региональных цен для Южной Америки. Причиной такого решения стало недовольство игроков из этого региона высокой ценой. Также стало известно, что обладатели наборов получат доступ только к ZBT Alpha 4, раннему доступу и релизной версии игры с первым сезоном. При этом новые контентные дополнения придется покупать отдельно. Начиная с 26 июля ключи активации будут отправлены тем, кто оформил предварительный заказ до 18 июля 2024 года. Новые покупатели моментально получат свои ключи. Скоро состоится релиз глобальной версии MMORPG Throne and Liberty от NCSoft и Amazon Games, но пока это время еще не пришло, зато пришло время открытого бета-тестирования для игроков из разных регионов, включая Северную Америку, Европу, Южную Америку, Японию, Австралию и Новую Зеландию. Продлится тест до 23 июля. Throne and Liberty доступна на Xbox Series XS, PS5 и ПК. Релиз запланирован на 17 сентября этого года. Особенностями игры являются амбициозный режим осада замка, способный вместить сотни игроков, и поддержка кросс-игры, позволяющая объединяться в команду игрокам на разных платформах. Также в продажу поступили наборы предзаказов на игру. Самый дешевый стоит $40 и позволит вам начать играть на 5 дней раньше. Самый дорогой за $100 добавляет много косметических предметов, титулов и 1000 люцентов внутриигровой валюты. Ну а если вы еще не определились с тем, каким классом планируете играть, у нас как раз недавно выходило подробное видео на этот счет. Вот вам на него подсказка, если пропустили.
Ветераны игровой индустрии, ранее работавшие в Blizzard, Arrowhead Game Studios и DICE, решили собраться вместе и основать собственную студию Blue Scarab. Их целью стало создание игры в жанре MMORPG, которая, цитирую, «перевернет представление об игровой индустрии». Недавно им удалось заключить партнерство с компанией NetEase Games, которая выделит средства на реализацию амбициозного проекта. Штаб-квартира студии базируется в Стокгольме. Генеральный директор Колин Крэг утверждает, что благодаря сотрудничеству с NetEase они получили полную творческую свободу. Он также отметил, что команда получила дополнительные инвестиции и технические ресурсы для реализации уникального игрового приключения. Крейг Моррисон, бывший главный дизайнер Blizzard, стал директором студии, а Гийом Лайер и Эшли Николет, работавшие над Helldivers 2, присоединились к Blue Scarab в качестве главного игрового дизайнера и директора по маркетингу соответственно. На данный момент студия Blue Scarab активно разрабатывает сюжетную MMORPG, которая строится на основе самой новой версии движка Unreal Engine 5. В игре будет сочетаться, цитирую, уникальное соединение уютного побега от реальности, реалистичных преступлений и верховой езды. Больше подробностей пока нет. И это все новости MMORPG на неделе. Не забываем, как всегда, традиционно поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, оставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента, и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мадлер, это портал Go.ru. Еще услышимся.